Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Personal Experience. Сегодня у нас очередной обзор, и на обзоре у нас Light модуль для камер GoPro. Давайте перейдем к распаковке. Light модуль или световой модуль поставляется в такой упаковке. Также, как вы видите, пломба еще не скрыта, поэтому делаю это на камеру, как обычно. Давайте вскроем. Здесь у нас гарантия обычно и руководство пользователя. Мы посмотрим позже. Здесь у нас сам модуль световой, световой фильтр, кабель зарядки USB и USB Type-C, так как модуль обладает внутренним аккумулятором своим, и такой вот переходник крепления, то есть холодного башмака на крепление экшн камеры GoPro с логотипом GoPro. Итак, друзья, давайте поговорим о характеристиках данного Light модуля. Он водонепроницаемый, имеет встроенный аккумулятор. Здесь сбоку есть специальная такая вот кнопочка. Нажимаем ее, и открывается доступ к слоту зарядки. Это Type-C. При помощи вот этого кабеля заряжается. Полный цикл зарядки занимает 1,5 часа от 0 до 100%. И если вот хотите посмотреть, допустим, узнать, сколько же здесь зарядки в данный момент, то здесь имеется вот такой маленький индикатор. Давайте сейчас включим, посмотрим. Видите, в данный момент он горит желтым цветом. У этого индикатора есть три варианта, так сказать, подсветки. Зеленый указывает на то, что зарядка в данный момент от 41 до 99%. Желтый, как сейчас, указывает, что зарядки от 11 до 40%. Красный от 1% до 10%. И, соответственно, если черный, то Light модуль полностью разряжен. У данного Light модуля есть три степени, так сказать, три уровня подсветки. Стандартной подсветки. Вот если мы нажимаем один раз, включается первый уровень, довольно-таки яркий. Здесь, значит, яркость это 20 люминов, и в таком режиме Light модуль на полной зарядке может работать 6 часов. При втором нажатии становится еще ярче. Это здесь уже 60 люминов яркость, и в таком режиме при полной зарядке Light модуль работает 2 часа. Третий уровень еще ярче. Здесь уже 125 люминов, и в таком режиме может работать Light модуль на протяжении часа. Также, если мы еще раз нажмем сюда, видите, уже красный цвет появился на индикаторе, зарядки меньше чем 10%. Нажмем еще раз, и он переходит в режим стробоскопа. В таком режиме он может работать 7 часов при полной зарядке. Также хочу указать, что имеется еще один режим, который называется Overdrive. При двойном нажатии на кнопку Power включается освещение с яркостью 200 люминов на протяжении 30 секунд. И, значит, в данном как бы освещении температура света составляет 5700К. Но если использовать вот этот вот диффузор, то можно уменьшить температуру свечения до 5000К.
Также данный Light модуль оснащен стандартным креплением холодный башмак. При помощи этого крепления он очень легко устанавливается на медиа модуль от таких камер, как GoPro Hero 8 Black, та что у меня, и вот на данный момент последняя модель это GoPro Hero 9. Также имеется вот такой вот переходник с холодного башмака на стандартное крепление GoPro. Его использовать очень легко. Просто он одевается сюда вот таким вот образом. Также здесь имеется логотип GoPro. И при помощи вот этого крепления стандартного его можно установить, например, на вот такого вот типа треногу. Таким вот образом. Ну, закручивать я сейчас не буду, это понятно, да, то есть как бы, чтобы регулировать. Ну, таким вот образом можно установить на стол и использовать как дополнительное освещение во время записи, допустим, влогов или чего-то другого. И также еще вот, допустим, вот такой вот у меня есть еще такое вот крепление, оригинальное крепление на голову. Вот можно использовать также этот Light модуль вот сюда вместо камеры. Да, зафиксировать его здесь специальной гайкой. И, соответственно, одев на голову, использовать его при каких-то работах в темных помещениях, там, или, допустим, при той же прогулке, допустим, по неосвещенным, так сказать, улицам можно пройтись. Это очень удобный аксессуар. Хочу еще отметить одну вещь. Вот при записи, допустим, влогов или при освещении лица очень удобно использовать вот этот вот диффузор, который смягчает данный свет таким вот образом. И я думаю, что вот даже самый первый уровень подсветки вполне достаточно для того, чтобы использовать его во время записи влогов, потому что все последующие будут вас слепить, и эффект получится нехороший, и, соответственно, я думаю, что они не юзабельны в этом смысле. А так, если освещить какое-то помещение, то да, то есть как бы там и второй, и третий уровень подсветки подойдет. Также можно, допустим, использовать солнцезащитные очки, чтобы, допустим, у меня не было дискомфорта при записи, допустим, видео в темном помещении, чтобы данный свет вас не ослеплял. Итак, друзья, на этом наш обзор Light модуля от GoPro подходит к концу. Как вы видите, я уже установил его на свою камеру, на Media Mode. Также на Media Mode у меня установлен дисплей модуль, полный комплект. Кстати, обзор на эти аксессуары вы сможете найти в описании к этому видео. Также я добавлю в подсказку обзоры на все аксессуары, которые у меня есть. Да, вы сможете найти в подсказке плейлист «Лучшее от GoPro» и там посмотреть все эти обзоры. Если у вас возникли вопросы, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Если вы еще не поставили лайк, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, а также на другие видео, которые будете смотреть. Поддержите мой канал подпиской, если вы еще не подписаны. Обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить новых интересных видео. Поделитесь данным видео с людьми, которым может быть интересна данная тема. А самое главное, берегите себя и своих близких. До новых встреч!